Всем добрый день. Может быть, он, правда, не для всех сегодня добрый, но, например, для меня не очень. Вот у меня тут на руке появился синяк. Я думаю, что у всех у нас в детстве были синяки, большие и маленькие. Но открою вам секрет. Все-таки вот этот синяк у меня на руке, он не настоящий. Просто я хотела вам напомнить о том, что для обычного человека означает слово «синяк». А вот если ботаник услышит слово «синяк», то он может вас спросить, а какой синяк? Обыкновенный или русский? Потому что синяк – это еще и такое растение. И сейчас мы с вами отправимся к нему в гости. Вот он, синяк обыкновенный. Он действительно обыкновенный. Я думаю, что многие из вас его видели. А рассказывать о его секретах вам сегодня будут ботаник, художник, пчеловод, врач, повар и садовод. Всем привет! Теперь я художник. Сегодня замечательная погода, и я вышла на пленэр. То есть я буду рисовать на природе. И, конечно, я не могла пройти мимо вот такого красивого, яркого растения. Я знаю, что оно называется синяк. Вот сейчас подбираю краски. Смотрю, конечно, мне нужна будет синяя краска. Да, вот, в принципе, у меня такая есть. И нужна будет еще зеленая краска. Зеленая. Да, в принципе, подходит, может быть, немножечко добавить белой. Подождите, я вот тут вижу еще и розовые пятнышки. Сейчас я посмотрю, что это такое. Может, это насекомые какие-то? Вы знаете, это ведь тоже цветки. Удивительно. Я думала, что только синие цветки бывают. А здесь еще и розовые цветки, только они очень маленькие. Надо будет спросить у своего друга-ботаника, почему у этого растения есть и синие, и розовые цветки. Так, а мне тогда что делать? Мне тогда придется смешать красную краску и белую. И я получу розовую. Вообще, это растение я люблю. Знаете почему? Я же художник, поэтому я всегда интересуюсь растениями, из которых можно сделать краски. А из синяка делают краску из его корней и окрашивают в красный цвет шерсть. И это еще не все. У него есть еще секрет. Вот знаете, как называется соцветие синяка? Мне очень нравится, как оно называется. А называется оно кисть. Так что у нас с синяком есть что-то общее. Теперь, наверное, краски я подобрала, и можно рисовать. Лето – это такая пора, когда ботаники ходят в лес, на луг и изучают растения. Вот у меня есть такой определитель, и благодаря ему я узнала, что это растение называется синяк обыкновенный. Я когда посмотрела, конечно, я сразу поняла, почему синяк. У него еще есть и другие названия. Его называют иногда синюха, например, синий цвет, очень много разных названий. Вот художник хотел узнать, почему у синяка есть синие цветки и розовые. Давайте разберемся. Я посмотрю сейчас
на этот красивый синий цветок. Он чем-то похож на раскрытую пасть змеи. И у него большие такие тычинки фиолетовые. Но если присмотреться, то пыльцу мы там не найдем. А что же розовые цветки? Сейчас я попробую рассмотреть, найти розовый цветок. Вот здесь есть. Он маленький и незаметный. А вот если мы раскроем розовый цветок, особенно если посмотрим через лупу, то увидим, что в нем есть тычинки, и именно в этих цветках есть еще и нектар. То есть пчелы должны прилетать и шмели именно к этому цветку, к розовому. Но синяк привлекает насекомых с помощью вот этих крупных синих цветков. Можно сказать, что это такая реклама. Яркие цветки, конечно, хорошо заметны. И вот летит пчела, видит такой красивый синий цветок и думает, наверное, там много в нем нектара. Прилетает она, а нектара нет. Но тут она замечает, что есть маленький розовый цветок. И она видит, что нектар именно в этом маленьком цветке и остается здесь. Вообще синяк – это, можно сказать, шкатулка с секретами. У него их очень много. И вот мы уже рассмотрели с вами и синий, и розовые цветки. И интересно их очень сравнить. На первый взгляд они разные. Вы думаете, у синяка два разных цветка? А вот и нет. Синяк как раз относится к тем растениям, цветки которых могут менять свой цвет. Сначала у синяка распускается небольшой розовый цветок. Но и он остается розовым приблизительно 2 дня. И именно в это время к нему прилетают пчелы, шмели и собирают нектар. Постепенно этот цветок синеет, и нектара в нем уже нет. Вот такой секрет. Как вы думаете, сколько этому растению лет? Ну, я вот точно знаю, что не меньше 2. Почему я так думаю? Потому что растение синяк зацветает только на 2-й год жизни. Я думаю, что это тоже его секрет. 33, 34, 35, 36, 37. Нет, наверное, я до конца так и не досчитаю. Если у вас будет свободное время, попробуйте сосчитать, сколько цветков у синяка. Вообще-то должно быть до 100 цветков на одном растении. Еще интересный, конечно, у него стебель. Вот я на него смотрю, и мне хочется так его погладить. Он такой вроде бы на вид пушистый, но на самом деле растение это колючее, и поэтому его иногда называют ежиной травой. Ну, не знаю, я ежа давно трогала когда-то, но, наверное, да, вот стебель колючий, как ежик, потому что у него много таких ворсинок, белых, таких серебристых, маленьких очень, но колючих. Это еще один секрет синяка. Может быть, поэтому его не собирают на букеты, так что это растение, можно сказать, защищается. Я думаю, что главные секреты этого растения мы с вами открыли. И я сейчас запишу свои наблюдения и пойду искать другие растения.